Привет! Сегодня я хочу рассказать про тему, которая редко обсуждается, но с которым почти все, которые учат языки, сталкиваются. Когда ты за границей, когда ты в стране, где говорится в местном языке, говоришь на местном языке, иногда местные люди отвечают по-английски. И это может быть очень раздражающе, но я хочу сегодня вас убеждать, что можем считать за такими ситуациями, вот такие ситуации шансами, чтобы обсуждать несколько как феноменов, как связанных с изучением языков поглубже, скажем так. Потом вначале хочу объяснить, почему такие люди, которые переключаются на английском, потому что они иногда они раздражают за нас. Может быть, потом ты думаешь, я не умею говорить на их языке, ты можешь потерять чуть-чуть мужество, и, может быть, и хотел практиковать, но не получилось. Но самая главная причина, по-моему, почему это неприятно, это потому что отвечает на тебя по-английски, это подчеркивает факт, что ты чужой. И языки могут построить мосты между людьми, но я думаю, что английский, больше всего английский, если применяется не очень тактично, может построить стену и не мост. И почему, по-моему, стоит это обсуждать? Как я сказал, это связанный с другими темами, которыми редко обсуждаем. Какие функции имеет язык, кроме передачи информации? На самом деле язык только имеет межличностную функцию, это чтобы построить лучшие отношения между людьми, а не только чтобы мы не роботы, мы не просто обменяемся информациями, мы тоже хотим познакомиться, и мы хотим приблизиться друг к другу. Тоже надо подумать, что английский отличается от других языков. Например, потому что имеет другую функцию в мире, как lingua franca, как популярный, как иностранный язык, чтобы общаться с другие люди, которые тоже учили английский как иностранный язык. Тоже не очень часто обсуждается этикет языковый. Когда при каких обстоятельствах я должен переключиться на другой язык, и как, и почему такой феномен может быть. По-моему, это возможность. Потому что я думаю, что стоит, когда это бывает, может быть, стоит разговаривать с людьми, которые переключаются на английский, и больше обнаружить, почему они так делают, как они относятся к языкам. И тоже, по-моему, стоит разговаривать об этом темате, об этом феномене раньше, перед тем, как встретишь этот феномен в своей жизни. Например, в школах, когда школьники изучают языки, они должны знать, что это будет, и как реагировать, когда это будет. Okay? Зачем мы учим языки? Я помню, что иногда люди говорят, зачем учить языки, если все говорят по-английски. Не только как англоязычные люди так говорят, тоже носители других языков, которые учили английский, тоже так думают. Я помню, когда я работал в Нидерландах, был один исследователь, который сказал, не стоит учить нидерландский, тебе слишком трудно, и все просто будут отвечать по-английски. Но это неправильно, это тоже неправда,
И это было для меня дополнительная мотивация, чтобы выучить нидерландский. В ответе на этот вопрос я хочу цитировать этого человека. Он знает 20 языков. И он скажет, что даже если кто-то говорит по-английски, не все говорят по-английски, но и даже если умеют, они, как их сердце, их мозги в своих языках, если как построишь эту связь с ними, можешь достичь намного больше. Это, что мы все хотим, это как межличностный личностный связь. Язык это не только, чтобы передать информацию. И английский язык, это не как другие языки, это очень полезно, если хочешь передать информацию многим зрителям одновременно, но тебе не очень хочется, или тебе не нужен разговаривать с ними. Но если хочешь действительно построить эту связь, лучше отказаться от английского и разговаривать с людьми на их языках, потому что ты можешь, это показывает, что ты интересуешься ними, их культурами и так далее. И для меня самая большая радость, когда я учу языков, это просто как люди, например, когда я говорю по-польски, как поляки реагируют очень положительно, вообще говоря, когда я им что-то скажу по-польски. Я британец, но, честно говоря, если кто-то отвечает мне по-английски, я не радуюсь. Почему не рад? Я думаю, что, опять? Почему так? Почему не автоматически рад? Английский — это странный язык, потому что носители английского, они меньшинство всех говорящих английского. Есть в этом маленьком круге внутри не больше, чем 400 миллионов носителей, но люди, которые учили как английский как иностранный язык, намного больше, может быть, 4 или 5 раз больше. И большинство языки, например, если когда я учу, я очень люблю польский язык, и больше, чем 98 моих разговоров по-польски были с поляками. И поляки очень положительно реагируют, я думаю, потому что знание польского — это знак интереса к ним, к людям, и тоже к стране, к Польше. И это правильно, я очень интересуюсь Польшей. Но если речь идет о английском, ситуация совсем по-другому. Часто люди, которые учат английский, не специально учат, чтобы познакомиться с носителями, но чтобы общаться с другими неносителями английского. И поэтому английский язык, по-моему, это самый слабый язык, если хочешь построить этот связь. Честно говоря, моя реакция как британец, если ты говоришь по-английски, и что? Если ты очень хорошо говоришь, молодец, я умею ценить факт, что ты инвестировал много времени, чтобы достичь такой высокий уровень. Но это не знак автоматически, что ты интересуешься нашей культурой. Наверное, вы не учили английского языка ради нас. И если ты разговариваешь, общаешься с неносителями английского, конечно, по-английски, конечно, это не знак, что у тебя интерес к ним. И потому, что это так дополнительный, скажем так, потому что язык это только не служит к
служит передаче информации, если отвечаешь по-английски, это можем интерпретировать факт, что отвечаешь по-английски как знак, что мы чужие, что ты не построишь мост к нам, но стену, потому что ты подчеркиваешь факт, что мы как чужие, что мы иностранные. Но почему люди переключаются на английском? Я скажу попозже, что, по-моему, нужно это исследовать. И это, как слайд, только показывает мою собственную спекуляцию. Я сам думаю, что есть 4 категории. В первой категории такие люди, которые переключаются по-английски, потому что они очень любят английский язык, англоязычной культуры. Они хотят говорить по-английски по тем самым причинам, почему я люблю говорить на разных языках. Я это прекрасно понимаю. В других, но я думаю, что большинство людей, которые переключаются, не в этом первой категории. Во втором категории есть люди, которые думают, что ты не умеешь говорить в их языке. И иногда это правда, но иногда это неправда. И в третьей категории есть такие люди, которые не понимают, что ты хочешь разговаривать с ними в их языке. И эта группа, они как, может быть, они не совсем понимают, что язык имеет другую функцию, не только как передачу информации, но тоже как выбор языка характеризует отношения между вами. Да. So, если ты думаешь, язык это только средство для передачи информации, это не просто легче по-английски. Это как, может быть, не хватает это как понятие, что хочешь, трудно им себе представить, что ты хочешь говорить с ними не по-английски, но на их языке. Есть тоже 4-я категория. Я думаю, что, слава богу, это как самая маленькая категория. Но есть люди, которые не хотят разговаривать с тобой на своем языке, потому что ты чужой, и они не хотят за тебя принять как один из них. Окей, хотят подчеркивать, что ты не принадлежишь к ним. So, как обходиться с людьми, которые переключаются на английский? Ну, отличный совет от Стив Кофман. Он знает 20 языков, и он сказал, почему ты учишь этот язык? Я не учу язык, чтобы разговаривать с людьми, которые отвечают по-английски. So, они не важны, не стоит как волноваться ними из-за них. Оли Ричардс, тоже полиглот на YouTube, он тоже советует, что изучение языков должен быть независимым от людей, которые отвечают по-английски. Надо развивать стратегию, чтобы выучить язык, независимо от людей, которые отвечают по-английски. Он говорит, что было бы хорошо, если бы все ответили на своем языке, но это не как реальность. Окей, короче, люди, которые переключаются на английский, они не такие важные. И это конец дискуссии, конец этой презентации. Я сам думаю, что стоит обсуждать, потому что это связано с другими темами.
почему мы учим языки? Часто мы учим языки, но мы не учим одновременно, зачем мы учим языки, какие функции языки имеют, как не только передача информации, но тоже язык имеет межличностную функцию, и что ответ по-английски это не то же самое, как ответ на местном языке. Тоже английский отличается от других языков, и потому что это лингва франка, ответ по-английски может означать, что ты воспринимаешься чужим. Тоже нет часто дискуссий про языковый этикет. При каких обстоятельствах я должен переключаться на английский, и как это сделать заранее задать вопрос или просто как переключаться. Ну, почему это как тоже шанс? Я недавно прочитал одно сообщение на платформе LinkedIn от Николаса Уолстеда, и он руководит языковой школой, и здесь он носит плакат, и на плакате написано «Не переключайтесь на английский». И было очень популярное сообщение, потому что он получил больше, чем 2000 комментариев и 2000 репостов, и почти 60 тысяч знаков интереса. Ну, я прочитал все эти комментарии, но что я заметил больше всего, что было очень много спекуляций о мотивации тех людей, которые переключаются на английский. Но очень мало людей там написали, они признали, что переключаются, и объяснили, почему. Что мы еще не знаем, почему люди, вообще говоря, так делают. Стоит это исследовать и не спекулировать. Тоже стоит все это обсуждать перед тем, как сталкиваешься с такими ситуациями. Например, стоит проводить эту дискуссию о функции языков, тоже развивать стратегию, если ты учишь язык, как я буду реагировать, как я должен реагировать, если кто-то переключается на английский. И тоже самосознание очень важно. Если кто-то отвечает по-английски, и мне не нравится, например, я потеряю, стесняюсь потом, или как если я помню, как я очень часто рассердился, когда это мне случилось. Почему это так? Okay? И если ты переключаешься на английский, стоит подумать заранее, как это воспринимается и как и при каких обстоятельствах я должен переключаться. И короткое как изложение. Я думаю, что стоит исследовать переключение на английский. Почему так делают, при каких обстоятельствах, как они это делают, когда и как часто. И тоже один вызов будет развитие тактичных метод для исследования. Например, как можем лучше всего получить информацию от людей, которые переключаются. Тоже я рекомендую развитие, например, материал для учащихся языков. Каждый, по-моему, учебник должен содержать одну главу об этом теме, потому что практически все сталкиваются с этим феноменом. Стоит разговаривать о темах заранее, и я ожидаю, что будет очень много разных мнений, например, почему люди так делают, как мы должны реагировать. Но согласие — это не самое главное.
самое главное, что мы понимаем лучше поведение за других. Да. И в конце концов, я хочу сказать, что я сделал две ошибки, я совершил две ошибки. Я слишком много волновался, даже как рассердился, когда я говорил на местном языке и получил ответ по-английски, потому что я думал, почему этот человек несерьезно относится ко мне и обходится со мной как с иностранцем. Но это было несправедливо с моей стороны. Не волнуйся. И моя другая ошибка была, я не объяснил, почему я хотел разговаривать на их языке, и я тоже не старался их понять, почему вы реагируете по-английски. Сейчас если я получу ответ по-английски, моя стратегия это как сказать, окей, я говорю на твоем языке не потому, что я думаю, что ты не умеешь говорить по-английски. Я не сомневаюсь в твоей компетенции по-английски. Я говорю на твоем языке, потому что мне очень нравится, я очень интересуюсь языком, культурой, страной. Я хочу, чтобы вы воспринимали меня как не как иностранец, но как кого-то, который имеет понятие о вас. Yeah. И если вы переключаетесь по-английски, я думаю, что тоже стоит объяснить, почему вы так делаете, и тоже нас спросить, почему мы говорим на вашем языке. Okay? So, сподеваюсь, что это будет вам полезно. Спасибо большое за внимание. И надеюсь, что у вас будет очень много приятных опытов, когда вы учите другие языки или когда вы разговариваете в других языках. И счастливо. Пока.